А вы знали, что синхронный DC-DC нельзя подключать к аккумулятору, так как в конце заряда замкнется нижний ключ и он сгорит? Давайте посмотрим это на практике. Для проведения опыта нам понадобится, собственно, сама DC-DC, имитация входного напряжения и имитация аккумулятора. На входном напряжении у нас 20 вольт, на выходе я установил 10 вольт. Включаем блок питания и смотрим. 10 вольт. То есть сейчас этот блок питания не активен. Имитируем то, что у нас происходит заряд аккумулятора. Как видим, потихоньку растет напряжение, и как только мы достигаем установленного напряжения, то аккумулятор начинает коротиться через нижний ключ. Давайте посмотрим на схеме, почему так происходит. Типичная схема синхронного DC-DC преобразователя перед вами. Как видим, тут имеются два транзистора, которые работают в противофазе, когда один открыт, другой закрыт, и наоборот. И когда на выходе напряжение становится больше, чем на входе, фидбэк уже никак не реагирует, но транзисторы то продолжают клацать, и получается, что дросселю некак зарядиться в эту сторону, он начинает заряжаться в другую сторону. На выходе мы получаем повышайку, но так как шим у нас не синхронизирован с входным и выходным напряжением, то еще получаем, что нижний транзистор начинает коротить выход. В защиту производителей DC-DC можно сказать следующее. Практически у всех новых DC-шек есть дополнительный вход, который отвечает за режим работы. И тогда сама DC-шка отслеживает, есть обратный ток или нету, и в зависимости от этого переходит в пакетный режим.